Всем привет! Решила провести небольшой эксперимент и проверить, можно ли проехать вокруг Бали за один день. Первая моя точка — пляж Лимбенг, 5:15 утра. Ничего еще пока не видно, снимать еще пока нечего. Проснулся я сегодня в 4, попил кофе, приехал сюда из Убуда. Поехали дальше. Время 6:40 утра, вторая моя точка на сегодня — пляж Пандава. Очень красиво. На улице еще прохладно, но от моря прям тянет теплом, запах, ветерок легкий. Я бы сказал, легкий бриз. Супер, я в восторге. Очень красиво. Вторая точка на Буките, холм Карангбома. Я думаю, очень красивое место для встречи заката. Никогда здесь не был, поэтому решил заехать. Невероятно красивое место, находится рядом с храмом Улувата. Сейчас здесь никого нет, и вечером, я думаю, здесь собирают деньги за парковку. Есть, кстати, туалет, есть небольшой магазинчик, судя по всему. Так что ищите место встретить заказ на Буките, вполне себе неплохой вариант. Есть, правда, обезьянки, так как храм Улувату рядом. Но, к слава богу, они пока еще, видимо, сонные, и интереса особого ко мне не проявляют. Так что поехал я дальше. Время 10:40, на одометре 155 километров. Я на пути в Гелиманук. До Гелиманука мне еще ехать часа полтора примерно. Остановился на второй завтрак. Наверное, еще для обеда рановато. А встал я очень рано, так что на второй завтрак. Покушал, сейчас еду дальше. Едется отлично. Дождя сильного не было. Дождевик еще ни разу не одевал. Ни жарко, ни холодно. Дорога, конечно, местами ухабистая здесь такая, но ничего такого. То есть просто иногда нецензурные слова периодически приходится в шлем говорить про себя. А так все супер. Хотел бы дать еще парочку советов для тех, кто планирует или ездит на двух колесах далеко. Первое, самое важное, о чем почему-то многие, даже опытные мотопуты, забывают, это нужно пить воду, прям заставлять себя. Когда ты на мотоцикле едешь, тебя воздух обдувает, влага с тела испаряется очень быстро, и воду ты теряешь довольно сильно, но ты этого не замечаешь, потому что прохладный воздух тебя обдувает. Поэтому нужно прям периодически взять за правило там, на заправках там, раз в 2 часа, не знаю, маленькую бутылочку в себя прям насильно заливать, потому что обезвоживание — это та вещь, которая в дороге ни к чему хорошему не приведет и может испортить всю поездку. Второе. Советую избегать в дороге всяких сладостей. Велик соблазн остановиться в магазине, быстренько сгрызть какую-нибудь шоколадку, запить каким-нибудь сладким кофе и помчать дальше. На самом деле, сразу, когда вы это сделаете, это даст определенный заряд бодрости, но эффект будет длиться очень недолго, к сожалению. И эффект потом будет обратный. Скорее всего, появится сонливость, слабость, а засыпать за рулем удовольствие ниже среднего не рекомендую. Лучше уж поесть нормальной еды какой-нибудь, остановиться. Хотите сладкого, ешьте сверху. Тогда никаких резких скачков не будет, и будете ехать бодрые, без всяких там засыпаний. Приехал я в Гелиманук, проехал чуть-чуть дальше. Сейчас, чтобы повернуть на Сингараджу, мне нужно будет немножко вернуться. Цель моя была посмотреть на порт и посмотреть на остров Яву, вот за моей спиной. Расстояние до Явы здесь на самом деле всего ничего, в районе 2,5 километров. Разговоры давно идут о постройке моста. Слышал даже версию, что якобы мост не строят по причинам религиозным. Но, думаю, дело, скорее всего, в другом. Глубины здесь большие,
постоянно землетрясения, и, скорее всего, мост здесь построить, ну, просто технически довольно тяжело. Зато паромы здесь, я так понимаю, ходят как маршрутки, то есть было бы мне лишнее время, можно было бы запрыгнуть на паром и сгонять вон на остров Яву, а может быть и дальше, в Малайзию, например, да? Когда-нибудь, может быть. Дорога на участке от Денпасара до Килиманука мне не очень понравилась. Трафик довольно большой, машин много, есть ямы, есть волны. Ну, понятно, там по этой трассе ходит много грузовиков и автобусов на Яву, поэтому дорога, скажем так, очень нагруженная. Попадаются грузовики и автобусы, я их называю евро-5. Коптят они, конечно, страшные. Хорошо, что шлем закрытый. То есть бывает, что впереди он едет и прям дороги не видать, все уж черным-черно. Дорога на Сингараджу мне пока очень нравится. Она очень зеленая, красивая, чистая, практически нет ям. Ну, в общем, пока что это моя любимая дорога в этом путешествии. Посмотрим, что будет дальше. И что интересно, на всем участке, получается, от Гилиманука вот сюда, в сторону Сингараджи, везде обезьяны. Вот прям вдоль дороги они сидят. Вот здесь, смотрю, храм, вот бегают ребята, их с палкой гоняют, шкодят, заразы. В общем, обезьян много, и иногда приходится, ну, ехать аккуратно, потому что они тоже любят на дорогу выбегать, поэтому надо как-то поосторожнее. Все, еду дальше на Сингараджу. Время 14:10, на одометре 303 километра, я на пляже Лавина. Едется хорошо. Сюда уже ближе к Сингараджи, конечно, машин больше, пробки местами, ну, приходится иногда протискиваться, но в целом ничего критичного, в общем, едется нормально. Удивительно, но еще ни разу не доставал дождевик. Так что, я думаю, все еще сегодня предстоит. Я прям очень сильно удивлюсь, если я ни разу его не достану. Поехал дальше. Сейчас еще погуляю немножко по пляжу, полюбуюсь тут красотами. Уже традиционный обед в Аске, курица, рис. Я Сингараджу проехал, Лавину проехал, еду в сторону Амеда. До Амеда мне ехать примерно еще 1:30. Пообеду и поехал дальше. Время сейчас 3 часа. Едется хорошо. Сингараджа, конечно, город интересный. Я там даже ухитрился немножко заблудиться, потому что навигатор выключил. А город, судя по всему, довольно большой. Вдоль берега довольно много архитектуры старой, колониальной, еще, судя по всему, такие старинные дома с тяжелыми большими стенами. К сожалению, камера была в сумке, не снял. Ну, поверьте на слово. Съездим как-нибудь в Сингараджу, еще посмотрим. Дистанция 395 километров на одометре, время 5 часов вечера. Я в Амеде. Заехал в знакомую нам уже кафешку, попью кофе и поеду дальше. Доехал, в общем-то, нормально. Единственное, что подмочило меня хорошо. Дождик был знатный, поэтому дождевик, конечно, все-таки пришлось достать. Странно, что первый раз до сегодня, ну да ладно. А в целом все хорошо. Решил я ехать не по легкой дороге, поеду вдоль берега. Дорога тут извилистая, ухабистая, но зато красивая очень, поснимаю заодно.
Ровно в 8 вечера, 475 километров на одометре, я снова на пляже Лимбенг. Именно здесь утром я записал свое первое видео. Так что короткий ответ на поставленный вопрос будет да. Да, можно за день вполне проехать вокруг Бали. Ну, единственное, что заняло это немножко больше времени, честно говоря, чем я рассчитывал. Но я и не спешил никуда. Я много останавливался, видео записывал, головой вертел. Так что вполне это можно сделать и быстрее. Я такой цели не преследовал. Ну, более подробно впечатлениями я поделюсь, пожалуй, уже дома, потому что мне еще нужно доехать до Убуда. Так что я погнал. Увидимся там. Доехал я домой к 9 часам вечера. Общий пробег 497, кажется, километров. В целом нормально. Не скажу, что прям супер легко, но я думал, честно говоря, будет хуже. Но я надеялся, что получится проехать немножко быстрее. Меня подзадержал дождь. На последнем участке дождь лил довольно сильно. Был прям сильный ливень, поэтому ехал я медленно. Первый вопрос. У тебя болела со временем болела 5-я точка или спина? Что-то болело? Ну, у меня немножко под лопаткой под одной, под правой болит. Но я думаю, ошибка моя в том, что я носил сумку через плечо, через одно. Но все равно немножко перекашивает. Поэтому, если бы я сумку эту через плечо не повешал... Здравствуйте, Степан. Степан тоже задает свои вопросы. Собралась вся деревня, чтобы взять интервью у человека, который первый раз проехал полностью. Не все больно. Участок мне понравился, конечно, северная часть острова. Там красивая дорога такая, машин мало. Ну, как бы едешь, красота. PCX показал себя очень даже неплохо. Ну, настолько, насколько это возможно. Потому что сам по себе он легенький, конечно, скачет как козлик на всяких ямках. Но в целом нормально. То есть можно положение менять, сидеть удобно, сиденье хорошее, ничего особо не затекает. Но у тебя же не было, типа, спинки, как я езжу сзади или мама. Там же такая спинка. Поэтому едешь то так, то так, то так, то можно так. Я спрошу, а вот все-таки все же поздается в сравнение. Вот 500 километров на PCX и 500 километров на Бандите. Смотря где. Ну, конечно. Даже вот если здесь. Папа, на меня не Здесь. Здесь на Бандите север пролетался бы вообще отлично на ура, да. Юг, пробки, букит и так далее, я думаю, плюс-минус одинаково. Нет, на PCX на самом деле по пробкам, конечно, толкаться проще. Но на трассе если по пустой бы был дороге... здесь Бандит, ты бы поехал на Бандите? Да, конечно, почему Если нет? бы выбор стоял ехать Бандит на Я бы- Бандите, шикарный байк. Он лучше, чем PCX. Ну, тут Он как бы да. Чуть-чуть. В смысле был, есть. Я бы проехал часа на 3-4 быстрее, я думаю. Да ладно. Ну, конечно, что. Там трассы пустые, там можно там 150 наяривать. А на этом 50. Ну, 70, 80, скажем так, максимум, наверное, 90. Твой байк. Ну, ладно. Что есть, то и пользуем, как говорится. То есть показал себя хорошо, молодчина. На самом деле к нему вопросов никаких. Короче, все отлично. Только долго. Очень долго. Ну. Из-за того, что, получается, PCX не может 4:38. развивать скорость. Нет, дело не в этом. Все-таки самое главное трафик. То есть у меня вот сейчас такие ощущения, что я бы вот по Дальнему Востоку на Бандите, да, я проезжал, скажем так, 1200, да, в день. И чувствовал себя лучше, чем сейчас немножко, я бы так По сказал. Дальнему Востоку. А потому что там дороги не Подождите, загружены. ну, по России, там же Байкал. Ну, Забайкальский край тоже дороги пустые. Я имею в виду, что где-нибудь в Подмосковье я бы 1200, возможно, не проехал настолько легко. С кучей камер и всего остального прочего. Ну, Короче, Бандит же был. самое главное, у меня еще за сегодня мне ни разу не было желания развернуться, поехать обратно. И при необходимости я могу завтра встать, грубо говоря, и еще раз так проехать. Нет, Ну, ты то меня есть- еще должен отвезти. Фиг тебе. Хоп, пум. Ну ты тоже давай проведи эксперимент. Сколько времени уйдет тебе дойти пешком в школу? Семья экспериментаторов. Да. Короче, было весело, да. Если какие-то вопросы будут, задавайте. С радостью отвечу. Да, всем спасибо, всем пока. Нету там мух, что ты рукой машешь?